Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1974 года рождения, дата исследования 21 февраля 2024 года. Область исследования – тазобедренные суставы. При анализе результатов МСКД использовано построение в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерные реконструкции. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Справа взаимоотношения костей, формирующих тазобедренный сустав, не нарушено. Форма костей правильная. Рентгеновская суставная щель 1,2 мм. Головка бедренной кости центрирована в вертлужной впадине. Положение головки физиологичное, форма шаровидная, по суставной поверхности явление субхондрального склероза. По наружной поверхности сформирован остеофит до 10 мм. Шейка структурная, не укорочена, шеечно-диафизарный угол тильда 140. Суставная поверхность вертлужной впадины уплотнена по типу субхондрального склероза. По наружной поверхности сформирован остеофит до 8 мм. Значительного объема жидкости в полости сустава не выявлено. Параартикулярные мягкие ткани без особенностей. Слева – состояние после двухкомпонентного протезирования, медицинская документация не представлена. Положение вертлужного и бедренного компонента правильное. КТ-признаки нестабильности имплантов не выявлены. Заключение: КТ-картина комбинированного импиджмент-синдрома, деформирующего остеоартроза правого тазобедренного сустава, 3-й степени по Келгрен. Состояние после двухкомпонентного протезирования левого тазобедренного сустава. Рекомендована консультация травматолога. 25 февраля 2024 года. Доцент КМН Котов, МА. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Справа артроз 3-й степени, значительно сужена суставная щель, а значит и разрушен суставной хрящ. Также есть комбинированный импиджмент-синдром, из-за чего и боли, ограничение подвижности. С левым суставом нормально все, оба компонента импланта стоят правильно, признаков нестабильности нет. Вам будет иметь смысл показаться травматологу.